Привет, друзья! Сегодня у нас с вами важный разбор. Буквально с этого месяца в Германии на европейских дорогах вступают в силу масштабные реформы, новые жесткие правила и дополнительные требования, которые могут сказаться на расходах многих жителей. Сначала детально разберем вместе с вами спасительный щит для вашего кошелька. Какие же новые требования вводят для электросамокатов и почему водителям двухколесного транспорта придется внимательнее соблюдать новые правила. Во второй части выпуска социальные изменения, как пособие по безработице переводят в цифровой онлайн-формат. И в конце серьезные финансовые изменения для автовладельцев. Брюссель вводит колоссальные антидемпинговые пошлины на дешевые китайские шины, из-за чего резина может резко вырасти в цене. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья, начиная с 2027 года вступят в силу новые правила дорожного движения для электросамокатов. Всем, кто любит кататься по городу на электросамокате, скоро придется изучить множество новых законов. Также увеличиваются или изменяются штрафы. Чего именно ждать водителям? Эксперты крупного страхового концерна Хук Кобург отдельно изучили эти документы и подготовили разбор. Масштабная государственная поправка включает в себя новые технические требования к оборудованию, которые станут обязательными, как я сказал, с 1 января 2027 года благодаря длительному переходному периоду. Аналитики мобильного гиганта O2 Телефоника подтверждают, что данные изменения заставят полностью пересмотреть программное обеспечение городских шерингов. Также, друзья мои, изменятся правила поведения на дорогах и увеличатся отдельные штрафы, что вступит в силу уже с 1 марта 2027 года. Отныне чиновники приравнивают самокаты, внимание, к обычным велосипедам. Требования убрали из старого специального положения ЭКФО и перенесли в общий закон СТФО. Юристы автомобильной ассоциации АФАОД отмечают, это формальность и часть новшеств уже действует на дорогах, упрощая контроль со стороны патрулей. Особые зоны созданы для велосипедного трафика, теперь официально открыли и для электросамокатов. Главным маркером служит стандартный круглый указатель с белым силуэтом велосипедиста на синем фоне. Аналитики популярной цифровой платформы сопоставления услуг Verivox напоминают, что игнорирование этого требования может быстро привести к оформлению взыскания. Если же на данном маршруте оборудована выделенная полоса, водители электросамокатов обязаны съехать туда с проезжей части, понятно? Кстати, катить по обычной дороге разрешено только тогда, когда велодорожка физически отсутствует. С марта 2027 года власти официально разрешают парную езду, то есть бок о бок. Кататься параллельно с приятелем станет уже легально, но с важной, друзья, оговоркой. Вы не должны мешать остальным машинам и создавать заторы. Эксперты юридического портала Геблиц предупреждают, что при создании помех другим участникам движения патруль может выписать квитанцию. Долгое ожидание на перекрестках перед красным сигналом светофора вскоре во многих случаях уйдет уже в прошлое. Везде, где обычным велосипедистам официально, да, друзья, официально позволено выполнять правый поворот на запрещающий сигнал благодаря наличию зеленой стрелки, аналогичные дорожные привилегии автоматически получат и, соответственно, водители электросамокатов. При этом оставлять двухколесную технику на пешеходных дорожках и в жилых зонах станет гораздо проще. Главное здесь условие – это оставленный транспорт не должен правильно блокировать свободный проход жителям или создавать те самые опасные ситуации на улицах. Однако городские муниципалитеты уже начали выделять фиксированные спецплощадки для прокатных шерингов. Аналитики крупного провайдера цифровых карт TomTom подтверждают, что эти зоны постепенно вносятся и в навигаторы. Райдерам придется все-таки завершать аренду электросамокатов строго в указанных точках, иначе же операторы могут начислить крупный штраф, что может обернуться дополнительными расходами для вас. Кстати, друзья мои, любителям рискованных, скажем так, трюков на дорогах Германии придется забыть о некоторых привычных экспериментах.
Популярные приемы в стиле культового кинофильма «Назад в будущее», да, где Мартин Макфлай ловко цеплялся, вы знаете, за бамперы попутных машин ради быстрой езды на скейте, теперь официально попадает под прямой запрет и для пользователей электросамокатов. Эксперты немецкого автоклуба ADAC полностью поддержали данную меру, указывая на высокий риск аварий при подобных опасных экспериментах на оживленных городских магистралях. Зато, друзья мои, чиновники вводят и приятные легальные послабления, которые напрямую коснутся проезда зон с односторонним трафиком. Везде, где обычно велосипедистам официально разрешено ехать, скажем так, навстречу, да, основному транспортному потоку благодаря наличию специального дополнительного указателя, в ближайшем будущем аналогичные права автоматически получат и, соответственно, водители маломощных скутеров. Заодно немецкие чиновники вводят и более строгие финансовые санкции, которые заметно испортят настроение нарушителям правил дорожного движения. Сейчас за совместную поездку, вы знаете, наверное, вдвоем на одном скутере предусмотрено чисто символическое взыскание в размере 5 евро. Но вот буквально уже с 2027 года этот тариф увеличится ровно в 5 раз. Кроме того, любителям кататься по пешеходным тротуарам или парковаться в запрещенных зонах придется также заплатить от 25 до 40 евро. Аналогичное наказание в размере от 25 до 40 евро предусмотрено и для тех, кто игнорирует выделенные полосы или едет по велодорожке, наоборот, навстречу основному потоку движения. Вдобавок, друзья мои, незаконная, скажем так, буксировка прицепа повлечет за собой штраф в размере 25 евро, а за опасную зацепку за бампер попутной машины придется заплатить еще 5 евро. Аналитики правового портала адвокатских услуг Rechtsschutz напоминают, что даже мелкие нарушения на дорогах теперь могут обойтись водителям довольно дорого. А вот дальше, друзья мои, вместе с вами разберем масштабную социальную реформу выплат. Ведь пособие по безработице в Германии постепенно перейдет в цифровой формат, да, друзья мои. Кабинет министров одобрил законопроект, который должен модернизировать и перевести в электронный формат основные процедуры. Власти рассчитывают, что новый закон сделает работу Федерального агентства по трудоустройству более современной. Это должно упростить взаимодействие между биржами, джоб-центрами, гражданами и компаниями, помогая людям быстрее находить работу. Аналитики немецкого портала по поиску вакансий Stepstone подтверждают, что удаленные форматы взаимодействия ускоряют процесс закрытия свободных позиций на рынке труда. Для получателей пособия начнет действовать принцип приоритета интернет-технологий. То есть заявления и регистрация станут электронными через сайт ведомства, а саму систему сделают удобнее. Немецким предприятиям тоже придется переходить на электронные процедуры при оформлении пособий по сокращенному графику для своего персонала. Эти все выплаты получают сотрудники, которым начальство урезало, скажем так, рабочие часы из-за кризиса. Инженеры немецкого IT-концерна SIP отмечают, что программная инфраструктура предприятия уже технически готова сегодня к такому электронному обмену данных. Кабинет министров Фридриха Мерца планирует окончательно утвердить эти законы до конца ноября, но что же весь этот процесс означает для простых граждан? Перевод системы на цифровые платформы должно намного упростить жизнь безработных. По данным ведомств, отныне консультации с вашими кураторами официальной биржи труда, то есть джоб-центра, можно будет, друзья мои, внимание проводить по обычной видеосвязи. Специалисты немецкого телекоммуникационного гиганта Deutsche Telekom отмечают, что современная сетевая инфраструктура позволит обеспечивать конфиденциальность таких удаленных звонков прямо из вашего дома. Вдобавок, благодаря внедрению обновленной электронной платформы, гражданам больше не придется ежедневно проверять свой домашний почтовый ящик. До сегодняшнего дня от получателей государственных денег требовалось регулярно отслеживать что? Правильно, бумажную корреспонденцию и своевременно отвечать, если биржа присылала срочную вакансию.
И именно по этой причине о любой поездке или выходных вне, скажем так, дома люди были обязаны заблаговременно, что правильно, информировать чиновников. Формально данное обязательство сообщать о смене места пребывания останется в силе. Авторитетное немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на ведомственные источники подчеркивает, что своевременное рассмотрение подходящих предложений о работе остается базовой обязанностью человека. А вот регламент требует оперативного реагирования на запросы властей. Именно поэтому эксперты деловой сети LinkedIn напоминают, что цифровая доступность соискателя теперь становится одним из самых важных элементов взаимодействия с государственными службами. Впрочем, новый формат взаимодействия с чиновниками таит и в себе немало важных юридических нюансов, о которых соискатели даже не догадываются. Консультанты популярного правового портала SmartSteuer обращают внимание на то, что удаленный поиск свободных вакансий вне границ домашнего региона без предварительного письменного одобрения биржи по-прежнему может считаться, внимание, нарушением действующих правил. В результате в судах уже рассматриваются иски от граждан, которым приостановили выплаты из-за поездок на выходные. Это, друзья мои, лишний раз показывает, что электронное взаимодействие с ведомством станет более детальным и прозрачным, то есть любые нарушения установленных правил или выезд за пределы города без предусмотренного уведомления могут быть выявлены при ведомственной проверке данных профиля. Чтобы обезопасить личный бюджет от этих штрафных санкций, скажем так, и риска приостановки денежного обеспечения, получателям пособий все-таки придется внимательно соблюдать правила интернет-коммуникации. Важно также четко понимать еще одну деталь: грядущие электронные изменения затронут именно краткосрочное страховое пособие по безработице. Оно не касается долгосрочного социального вашего пакета, который раньше выплачивался под названием Bürgergeld, а совсем недавно был, вы знаете, пересмотрен и переименован Grundsicherungsgeld. Аналитики коммерческого банка Comdirect напоминают, что базовое пособие начисляют исключительно тем гражданам, которые официально проработали с уплатой всех взносов в систему социального страхования как минимум 12 месяцев. Стандартная выплата осуществляется максимум в течение 1 года, однако для опытных работников, скажем так, старше 50 лет, этот период по действующим правилам может продлеваться до 18 месяцев. Размер ежемесячного начисления, я напомню вам, друзья мои, составляет 60% от вашей бывшей чистой зарплаты, а для семей с детьми планка поднимается уже до 67% от оклада. И это еще не все. Прямо сейчас у нас с вами важный экономический разбор для всех автовладельцев. Дешевые шины дорожают. Весь Евросоюз вводит новые пошлины на продукцию китайских производителей. В Брюсселе сегодня планируют поднять пошлины на автомобильную резину из Китая, внимание, до 45,3%. Это напрямую затронет и марки колес, продаваемых немецкими розничными сетями. Эксперты крупнейшей немецкой сети автосервисов АТУ предупреждают, что данные надбавки еще сильнее повысят итоговую стоимость сезонной подготовки автомобиля. То есть водители действительно уже увидели рост цен на бюджетную продукцию, то есть с 8 июля 2026 года Европейский Союз ввел окончательные антидемпинговые пошлины на новые шины китайского производства. В зависимости от фабрики надбавка составляет от 4,3 до 45,3%. В основе решения лежит имплементационный регламент Европейского Союза 2026-1540, затрагивающий легковые машины, автобусы и коммерческие фургоны. Под эти суровые европейские тарифные ограничения попадает и огромный перечень конкретных автомобильных марок. Главная особенность заключается, друзья мои, в том, что обычные владельцы машин могут даже не догадываться, кто именно является производителем их шин. Очень часто, вы знаете, на боковине колеса производители печатают исключительно красивое западное название бренда, а реальный азиатский изготовитель указывается там мелким шрифтом. В результате потребителям бывает совершенно непонятно, какая именно фабрика выпустила эту продукцию. Несколько крупных предприятий из промышленного конгломерата Zodo Tire как раз и входили в число фабрик, участвующих в официальном антидемпинговом расследовании Брюсселя
и теперь они облагаются таможенной ставкой в размере, внимания, 24,4%. Аналитики крупного шинного онлайн-магазина Delticom подтверждают, что в каталоге этой группы представлены бюджетные покрышки под вывесками Grandlander, iLink, Fronway, а также Rockblade и The Max. Эти модели массово продаются, вы знаете, через европейские интернет-площадки, и теперь цены на них могут заметно подняться. Для китайского промышленного гиганта Yunsheng Rubber Group заградительные такие тарифы в Брюсселе достигли максимальной планки в те же самые 45,3%. Этот крупный производитель поставляет, вы знаете, на европейские склады популярные марки Trunkmax, Rotala, а также Rollstone. Эксперты немецкого шинного маркетплейса Reifen отдельно отмечают, что бренд Trunkmax предлагает несколько сотен бюджетных моделей колес, которые до последнего времени занимали большую долю в сегменте недорогой автомобильной резины на европейском рынке. Теперь же цены на эту продукцию могут заметно вырасти. Сегодня в официальных документах производителя также упоминаются и марки Road King и Dobro. Но важная деталь заключается, друзья мои, в том, что конечная пошлина зависит не только от торгового названия на самой этикетке. Крупные азиатские фабрики часто выпускают одинаковые покрышки буквально, скажем так, на нескольких заводах в разных государствах. Аналитики популярной автомобильной онлайн-платформы AutoHero напоминают, что при покупке подержанной машины теперь стоит обязательно проверять физическое клеймо страны на боковине, чтобы избежать лишних расходов. Также место сборки колес по-прежнему имеет важное значение при расчете итоговой стоимости самого комплекта. Данный факт наглядно подтверждается регулярными внутренними исследованиями экспертов Автомобильного союза ADAC, которые в ходе масштабных полигонных, скажем так, тестов шин периодически фиксируют сразу несколько разных государств происхождения для, кстати, одинаковых моделей резины. Именно поэтому для обычных потребителей главным ориентиром становится штамп на самом колесе. Страна непосредственно изготовления традиционно выбивается, вы знаете, прямо на боковине самой покрышки. Инспекторы авторитетной экспертной организации TÜV Süd при прохождении планового техосмотра также обращают внимание на это физическое клеймо на резине, и в ситуации с новыми пошлинами Брюсселя решающую роль играет то, произведена ли продукция в самом Китае. Одного лишь громкого имени бренда на красивой этикетке теперь может оказаться недостаточно для точной оценки возможности изменения стоимости в евро. Специалисты крупнейшего немецкого автомобильного маркетплейса Mobile напоминают, что эти тарифные ставки зафиксированы в базах Евросоюза и не зависят от наценок самих продавцов. Но покрышки в рознице не подорожают автоматически ровно на эту величину, потому что, друзья мои, пошлина рассчитывается исходя из импортной стоимости продукции. Аналитики страхового гиганта Allianz подчеркивают, что торговые сети могут временно правильно сгладить этот рост цен за счет ранее сформированных складских запасов. Введение пошлин окажется особо чувствительным сегодня именно в самом дешевом сегменте автомобильного рынка, ведь сейчас розничная стоимость такой резины зачастую существенно ниже предложений от именитых брендов премиум-класса или среднего ценового уровня. Аналитики популярного немецкого сервиса сравнения цен Check24 напоминают, что именно недорогая китайская резина теперь может потерять свое главное рыночное преимущество в Германии, сократив возможности для максимальной экономии при покупке. Брюссель объясняет этот шаг тем, внимание, что азиатские покрышки импортировались по ценам, которые по оценке европейских регуляторов носили демпинговый характер и создавали, соответственно, серьезные экономические трудности для самих европейских заводов-производителей. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен. Завтра я буду ждать вас здесь же с новой порцией глубоких и полезных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам понравился сегодняшний выпуск про новые штрафы для электросамокатов, цифровизацию пособий и пошлины на китайские шины, обязательно подписывайтесь, поставьте лайк и спасибо за просмотр до самого конца.